Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Вы когда-нибудь задумывались, почему так часто люди не могут понять водолеев? Почему этот знак зодиака вызывает столько противоречивых эмоций и даже ненависти? Сегодня мы разберем 25 причин, почему водолеев порой не переносят, и вы узнаете, что стоит за этими чувствами. Но это не все. В конце ролика мы расскажем о 18 мощных практических шагах, которые помогут каждому водолею избавиться от этих недостатков и превратить их в свои сильные стороны. Это видео станет вашим путеводителем к внутренней гармонии и личностному росту. Так что досмотрите это видео до конца, и вы точно не пропустите эти уникальные секреты. Причина первая – эмоциональная холодность водолеев. Многим людям кажется, что водолеи не способны к глубокой эмоциональной связи. Они демонстрируют рациональный подход в ситуациях, требующих теплоты и участия. На самом деле, водолеи просто предпочитают анализировать чувства, а не погружаться в них, что создает впечатление отчужденности. Это вызывает критику со стороны более эмоциональных знаков. Кармический совет. Энергия водолея связана с высшими законами разума, но гармония достигается только при развитии сердечной чакры. Научитесь балансировать интеллектуальное и эмоциональное, принимая чужие эмоции как уроки души. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с открытым сердцем принимаю свои и чужие чувства, наполняя мир теплом и участием». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это солнце, которое излучает мягкий золотистый свет. Этот свет согревает вас и медленно начинает окутывать ваших близких, согревая их души и вызывая искренние улыбки. Вы чувствуете взаимный поток любви и тепла. Ритуал на избавление от эмоциональной холодности. Выберите вечер, когда Луна находится в фазе роста. Зажгите розовую свечу, символизирующую любовь и доброту. Напишите на бумаге слова: «Я открываю свое сердце для чувств и искренности». Подержите руки над свечой и визуализируйте, как ее тепло проникает в ваше сердце. Сожгите бумагу в пламени свечи и поблагодарите Вселенную за помощь. Причина вторая – излишняя независимость водолеев. Водолеи настолько ценят свободу, что могут забыть о том, как важно быть рядом с близкими в трудные моменты. Это воспринимается как отстраненность и неуважение к отношениям. Кармический совет. Закон баланса напоминает: вы не можете быть полностью независимыми в мире, где все взаимосвязано. Научитесь делиться своей свободой, впуская людей в свою жизнь. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу гармонию между своей свободой и близостью с другими людьми». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себе золотую нить, соединяющую вас с дорогими вам людьми. Она гибкая и прочная, позволяющая сохранять индивидуальность, но при этом поддерживать близость. Вы чувствуете уверенность и радость от этих связей. Ритуал на гармонизацию независимости. Утром, в день новолуния, возьмите камень аметист. Держа его в руках, произнесите: «Моя свобода наполняет меня, но я всегда остаюсь частью общего потока жизни». Носите камень с собой в течение недели, чтобы напомнить себе об этом балансе. Причина третья. Водолеев часто считают не от мира сего. Оригинальность водолеев порой воспринимается как странность. Их нестандартное поведение, идеи и мировоззрение вызывают недоумение у окружающих, которые предпочитают традиционные пути. Кармический совет. Ваши особенности – это дар, но важно научиться проявлять их так, чтобы они вдохновляли, а не отталкивали. Помните, что ваша задача – сеять семена перемен. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя уникальность – это мост к вдохновению и переменам». Визуализация, которую надо применять для этого: вообразите себя садовником, который высаживает семена необычных растений. Каждый росток – это ваша идея. Они расцветают яркими цветами, восхищая и радуя окружающих своей красотой. Ритуал на заземление. Встаньте босыми ногами на землю или ковер. Закройте глаза и представьте, как из ваших ступней вырастают корни, уходящие глубоко в землю. Скажите: «Я укореняюсь в мире, чтобы нести свои идеи с любовью и гармонией». Повторяйте этот ритуал ежедневно в течение недели.
Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный вебинар-мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Водолей. Причина четвертая – радикальные идеи водолеев. Революционный ум водолеев порой создает напряжение, так как их идеи могут быть слишком авангардными и непривычными для окружающих. Люди боятся перемен, которые несет водолей. Кармический совет – принцип постепенности. Любая перемена должна быть осознанна и принята людьми, иначе даже самые гениальные идеи встретят сопротивление. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я делюсь своими идеями мягко и вдохновляю окружающих на перемены. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите маленького светлячка. Этот свет растет, но не ослепляет, а освещает путь другим. Люди следуют за светом, чувствуя себя вдохновленными. Ритуал на принятие идей: найдите предмет, символизирующий вашу главную идею, например, камень, перо или свечу. В полнолуние напишите на бумаге, как ваша идея может принести пользу другим. Зажгите свечу и произнесите: я наполняю свои идеи любовью, чтобы они вдохновляли мир. Положите предмет рядом со свечой, чтобы он зарядился энергией вашей идеи. Сохраните выбранный предмет в укромном месте, чтобы он напоминал вам о вашей главной идее. Причина пятая – упрямство водолеев. Глубокая убежденность в своей правоте делает водолеев упрямыми. Это вызывает раздражение у окружающих, особенно когда они чувствуют, что их мнение игнорируется. Кармический совет: Вселенная учит нас через разнообразие. Истина многогранна, и каждый взгляд – часть общей картины. Научитесь слушать и принимать мнение других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с уважением принимаю разные точки зрения и нахожу истину в гармонии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы смотрите в зеркальную сферу, где отражаются множество лиц, говорящих разные слова. Постепенно их голоса сливаются в одну мелодию, которая становится ясной и гармоничной. Ритуал на гибкость мышления. В любой четверг, день Юпитера, зажгите синюю свечу. Напишите на бумаге 3 ситуации, в которых вы проявили упрямство. Прочитайте их вслух и добавьте фразу: «Я учусь принимать новое». Сожгите бумагу и поблагодарите за этот урок. Причина шестая – эгоцентризм водолеев. Некоторые считают водолеев эгоцентричными из-за их склонности концентрироваться на своих интересах, оставляя чужие потребности без внимания. Кармический совет: закон единства напоминает: чем больше вы отдаете миру, тем больше получаете взамен. Щедрость души делает ее сильнее. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я щедро делюсь своей энергией и вниманием, обогащая мир вокруг себя. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите чашу, наполненную светом. Вы раздаете этот свет окружающим, видя, как их глаза наполняются радостью, а ваша чаша остается полной. Ритуал на избавление от эгоцентризма: в воскресенье зажгите золотую свечу. Держите в руках подарок, например, книгу, которую вы отдадите кому-то. Скажите: я дарю миру любовь и внимание. Это делает меня сильнее. Подарите этот предмет в течение дня. Причина седьмая – водолеев часто упрекают за нежелание следовать правилам. Водолеи часто воспринимаются как бунтари, не уважающие устоявшиеся нормы. Они предпочитают искать собственные пути, что может раздражать тех, кто ценит традиции и порядок. Однако их стремление ломать шаблоны – это их сила. Зачастую это восприятие связано с непониманием: водолеи хотят менять мир к лучшему, а не игнорировать законы ради личной выгоды. Кармический совет: закон причины и следствия напоминает, что каждый поступок имеет последствия. Вместо полного отказа от правил, водолей должен научиться видеть их смысл и применять их во благо. Изучите контекст этих норм и осознайте, как их адаптация может служить высшему благу. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с уважением принимаю мудрость прошлого, чтобы строить гармоничное будущее. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как вы идете по старинному мосту.
Он кажется неустойчивым, но, сделав несколько шагов, вы понимаете, что опоры укрепляются вашим доверием к этому пути. Этот мост ведет вас к новым горизонтам, а каждая его ступенька – это адаптированное правило, поддерживающее ваш рост. Ритуал на избавление от источника этой причины. Зажгите белую свечу, символизирующую чистоту помыслов. Напишите на бумаге 3 правила, которые вы не любите. Напротив каждого напишите, как можно превратить его в полезный инструмент. Сожгите листок в пламени свечи, представляя, как правила трансформируются в вашу поддержку. Завершите ритуал словами: «Я принимаю гармонию прошлого, чтобы создавать лучшее будущее». Причина 8. Свобода водолеев кажется другим неуважением к общепринятым ценностям. Желание водолея быть свободным во всем иногда воспринимается как неуважение к чужим взглядам и убеждениям. Это может ранить людей, которые дорожат традициями или семейными ценностями. Однако свобода для водолея – это не отказ от связей, а способ выразить свою истинную сущность. Кармический совет. Закон равновесия учит: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Уважайте границы других людей, даже если вы с ними не согласны. Через диалог и эмпатию водолей сможет найти баланс. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я уважаю свободу других, сохраняя свою уникальность». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках воздушный шар. Этот шар символизирует вашу свободу. Вы выпускаете его в небо, но он остается на невидимой нити, связанной с вами. Это ваша гармония, свобода, которая никому не мешает. Ритуал на избавление от источника этой причины. Зажгите зеленую свечу для гармонизации. Возьмите 2 предмета, например, камни, символизирующих вас и другого человека. Положите между ними ленту, соединяющую вас. Скажите: «Моя свобода в гармонии с твоей». Закопайте камни в землю, чтобы закрепить это намерение в реальности. Причина 9. Говорят, что водолей часто критикуют других. Водолей способен легко подмечать чужие недостатки, что порой воспринимается как чрезмерная критика. Однако это их стремление к совершенству, желание сделать мир лучше. Когда критика становится конструктивной, она превращается в мощный инструмент для роста. Кармический совет. Закон отражения учит: то, что мы замечаем в других, зачастую является проекцией наших собственных качеств. Если водолей видит недостаток, это повод для самоанализа. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я вижу в людях их сильные стороны и помогаю им расти». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы смотрите в зеркало. Вместо своего отражения вы видите человека, которого критикуете. Улыбнитесь ему и скажите: «Ты растешь и становишься лучше». В этот момент зеркало начинает светиться, а ваше отражение превращается в гармоничное единство. Ритуал на избавление от источника этой причины. Зажгите синюю свечу для исцеления слов. Напишите список качеств, которые вы часто критикуете в других. Затем рядом запишите, как эти качества могут быть полезными. Сверните листок и положите его под свечу, сказав: «Слова мои исцеляют, а не ранят». Завершите ритуал благодарностью за каждого человека, которого вы критиковали. Причина 10. Любовь водолеев к новому пугает окружающих. Водолеи всегда стремятся к новаторству, что может вызывать страх у людей, предпочитающих стабильность. Им кажется, что водолей разрушает привычный уклад, но на самом деле он стремится к обновлению. Кармический совет. Закон перемен напоминает: мир постоянно меняется. Научитесь мягко вводить изменения, чтобы они приносили пользу всем вокруг. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои идеи приносят радость и развитие». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите у подножия горы. На ее вершине свет, символизирующий ваши новые идеи. Вы начинаете медленно подниматься, помогая окружающим идти с вами. На вершине свет обнимает вас всех. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите лист бумаги и нарисуйте круг. В центре напишите вашу идею. Вокруг напишите, как она может помочь другим людям. Зажгите свечу и скажите: «Мое новаторство приносит радость и благополучие всем».
Закройте глаза и представьте, как ваши идеи принимаются с благодарностью. Причина 11. Водолеям свойственно пренебрежение к мелочам. Водолеи часто сосредотачиваются на глобальных целях, упуская из виду детали, которые важны для окружающих. Это может создавать ощущение, что им не хватает внимания или заботы. Кармический совет, закон мелочей гласит, важные перемены начинаются с малого. Научитесь ценить маленькие шаги и знаки внимания, чтобы укрепить связь с близкими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я замечаю красоту и значимость деталей. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте поле с красивыми цветами. Каждый цветок – это маленькая деталь в вашей жизни. Когда вы поливаете их, поле становится цветущим ковром, который вдохновляет и радует вас. Ритуал на избавление от источника этой причины: наполните миску водой и положите в нее лепестки цветов. Возьмите лепестки, проговаривая их значение для вашей жизни, например, внимание, забота. Вылейте воду в землю, благодарно сказав: я вижу и ценю важность деталей. Причина 12. Отсутствие стабильных отношений. Водолеи, как правило, стремятся к свободе, что иногда делает их неподходящими для глубоких и долгосрочных привязанностей. Они могут восприниматься партнерами как непостоянные, особенно когда их интересы переключаются на новые проекты или людей. Это вызывает чувство нестабильности у их близких и порождает негативное отношение. Кармический совет. Водолеи должны осознать, что в отношениях свобода и стабильность могут сосуществовать. Энергия Венеры, планета любви и гармонии, поможет создать баланс. Научитесь принимать партнера таким, какой он есть, и ценить стабильность как источник силы, а не ограничения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я создаю гармоничные и стабильные отношения, сохраняя свою свободу и уважая свободу моего партнера. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя стоящим на берегу океана. Мягкие волны символизируют вашу свободу, а прочный берег – стабильность. Почувствуйте, как эти энергии гармонично сосуществуют, обмениваясь силами. Представьте, что ваши отношения – это красивый мост между берегом и водой. Ритуал на избавление от источника этой причины: на растущую луну возьмите 2 свечи, одну голубую – символ свободы, и одну розовую – символ любви. Зажгите их и поставьте рядом, читая: «Свобода моя светит, любовь согревает, в гармонии они вместе пребывают». Да будет так. Оставьте свечи догорать до конца, а пепел и огарки закопайте под деревом. Причина 13. Чрезмерная мечтательность водолеев. Водолеи нередко уносятся в мир своих идей, полностью игнорируя реальность. Это может раздражать окружающих, которые ожидают конкретных действий, а не абстрактных фантазий. Кармический совет. Водолеям важно научиться соединять мечты с действиями. Осознание кармического закона причины и следствия поможет понять, что каждая мечта – это семя, которое требует практических шагов для роста. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои мечты воплощаются в реальность через мои действия и намерения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках светящееся семя. Оно символизирует вашу мечту. Посадите его в плодородную почву и поливайте светом своих усилий. Наблюдайте, как из семени вырастает крепкое дерево, символизирующее вашу реализованную мечту. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите лист бумаги и напишите свою мечту в настоящем времени, как будто она уже осуществилась. Затем сложите его, зажгите свечу и осторожно сожгите бумагу, произнося: «Моя мечта укореняется в реальности». Пусть энергия света и огня ее воплотят. Пепел развейте на ветру, представляя, как мечта начинает воплощаться. Причина 14. Чрезмерный идеализм водолеев. Водолеи стремятся к совершенству во всем: в людях, в работе, в мире. Это порой вызывает раздражение у окружающих, которые видят такой идеализм как нереалистичный или даже высокомерный. Кармический совет. Примите кармический закон баланса. Совершенство – это не цель, а процесс. Окружающие люди и ситуации являются вашими зеркалами, и их несовершенство учит вас терпению и принятию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю мир и людей такими, какие они есть, ценя их уникальность и потенциал.
Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя художником, который рисует картину. Вначале она кажется незаконченной и несовершенной, но вы понимаете, что каждый мазок кистью – это шаг к ее красоте. Почувствуйте удовольствие от процесса, а не результата. Ритуал на избавление от источника этой причины. Наполните миску водой и добавьте в нее несколько лепестков цветов, символ несовершенства. Зажгите свечу и скажите: несовершенство в мире – это отражение его красоты. Я принимаю это и учусь от всего, что вижу. Полейте водой из миски растения, чтобы энергия принятия распространилась на вашу жизнь. Причина 15. Равнодушие водолеев к проблемам других. Иногда водолеи кажутся равнодушными к эмоциям или проблемам окружающих. Их склонность анализировать вместо того, чтобы сопереживать, воспринимается как холодность. Кармический совет: работайте над развитием сердечной чакры и энергией эмпатии. Осознайте, что каждый человек в вашей жизни – это учитель, посланный для обогащения вашего духовного опыта. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью понимаю и чувствую эмоции окружающих, даря им тепло и поддержку. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя внутри светящегося зеленого шара. Это энергия вашей сердечной чакры. Почувствуйте ее тепло и расширение, как она охватывает людей вокруг вас. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите зеленую свечу, положите рядом розовый кварц и произнесите: сердце мое открыто, сочувствие мое безгранично. Я дарю любовь и тепло окружающим. Оставьте свечу гореть 10 минут, а камень носите с собой в течение недели. Причина 16. Отсутствие чувства юмора у водолеев. Иногда водолеи кажутся слишком серьезными. Их глубокое мышление и приверженность важным вопросам порой лишают их легкости, что может раздражать окружающих. Кармический совет: научитесь видеть радость в простых вещах. Кармический закон радости гласит: смех и радость привлекают светлые энергии, способствуя духовному росту. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я с легкостью нахожу радость в каждом моменте и делюсь этим с окружающими. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите под ярким солнечным светом, который наполняет вас радостью. Почувствуйте, как он проникает в каждую клеточку вашего тела, вызывая улыбку. Ритуал на избавление от источника этой причины: в течение недели каждый день записывайте 3 смешные или радостные ситуации. В пятницу зажгите желтую свечу и прочитайте свои записи вслух, произнося: радость наполняет мою жизнь, свет моего смеха озаряет мир. Сохраняйте этот список, чтобы перечитывать в моменты уныния. Причина 17. Нестандартный подход к жизни. Иногда необычные идеи водолеев вызывают недоумение или даже осуждение. Люди предпочитают следовать привычным путям, а водолей всегда стремится идти против течения. Кармический совет: не бойтесь быть собой, но найдите способы мягко объяснять свои идеи. Кармический закон уникальности учит нас, что истинная сила заключается в искренности и способности делиться ею с миром. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя уникальность – это дар, который я использую для вдохновения и помощи другим. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы звезда на ночном небе, окруженная миллионами других. Каждая из них сияет по-своему, создавая гармоничное целое. Почувствуйте себя частью этой гармонии. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите белую свечу и напишите на листе бумаги свои уникальные качества. Прочитайте их вслух, произнося: я принимаю свою уникальность и делюсь ею с миром во благо. Сожгите бумагу, а пепел развейте, символизируя свое принятие и раскрытие. Причина 18. Водолеев считают непостоянными в интересах. Водолеи славятся своей жаждой знаний и стремлением к новому. Но порой их многочисленные увлечения начинаются с энтузиазмом, а затем бросаются, как только теряется интерес. Для окружающих это выглядит как непостоянство и неспособность концентрироваться на одной цели. Такое поведение вызывает раздражение у тех, кто ценит стабильность и завершенность. Кармический совет, кармический закон завершения говорит: каждое законченное дело формирует вашу личную силу. Научитесь доводить начатое до конца, даже если интерес пропал. Это поможет вам обрести уверенность в себе и уважение окружающих.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я легко завершаю начатое и ощущаю радость от выполненного труда. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя архитектором, строящим величественный замок. С каждым завершенным этажом вы чувствуете гордость и удовлетворение. Ваш замок сияет, становясь прочным фундаментом вашей жизни. Ритуал на избавление от источника этой причины: в ночь убывающей луны зажгите белую свечу. Возьмите чистый лист бумаги и напишите список всех незавершенных дел. Проговаривая каждую задачу, скажите: я завершаю это дело и обретаю гармонию. Сожгите бумагу в пламени свечи, представляя, как уходят все сомнения и хаос. После ритуала выберите одно дело и начните его выполнять немедленно. Причина 19. Водолеи кажутся замкнутыми. Несмотря на активность в обществе, водолеи часто кажутся отстраненными. Они склонны погружаться в свои мысли и внутренний мир, оставляя окружающих с ощущением, что им не хватает тепла и искреннего интереса. Это может ранить тех, кто хочет быть ближе. Кармический совет: закон обмена энергиями гласит: чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Открытость и искренность помогут вам привлечь в жизнь больше тепла и любви. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открыт миру и с радостью делюсь своими мыслями и чувствами. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце – это яркое солнце. Его лучи согревают всех вокруг, вызывая улыбки и радость. Почувствуйте, как это тепло возвращается к вам в виде любви и признания. Ритуал на избавление от источника этой причины: воскресенье, день солнца, зажгите золотую свечу. Положите перед собой зеркальце, скажите трижды: я открыт миру, я тепло и свет. Посмотрите в зеркало, улыбнитесь себе, почувствовав, как раскрывается ваше сердце. Причина 20. Водолеев упрекают в том, что они слишком ориентированы на будущее. Мечты о завтрашнем дне и планы на годы вперед делают водолеев невнимательными к настоящему моменту. Они забывают, что сила творения находится здесь и сейчас. Это может раздражать близких, которые хотят видеть больше внимания и участия в сегодняшнем дне. Кармический совет: закон здесь и сейчас учит: настоящее – это единственное, что реально существует. Фокусируясь на моменте, вы строите качественное будущее. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я наслаждаюсь каждым мгновением и живу здесь и сейчас. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы гуляете по солнечному лесу. Вы ощущаете запахи, слышите пение птиц, чувствуете мягкость травы под ногами. Этот момент идеален, и он ваш. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите песочные часы. В полной тишине наблюдайте, как песчинки падают одна за другой. Скажите: мое счастье в настоящем моменте. После ритуала запишите 3 вещи, которые сделали вас счастливыми сегодня. Причина 21. Независимость водолеев пугает партнеров. Водолеи дорожат своей свободой, что иногда выглядит как нежелание идти на компромисс. Это может создать чувство отдаления в отношениях, так как партнеры ждут большей вовлеченности и поддержки. Кармический совет: закон баланса учит, что свобода и любовь могут сосуществовать. Уважение к границам друг друга укрепляет отношения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я сохраняю свободу, уважая чувства и границы других. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы – птица в свободном полете. Внизу вас ждет уютное гнездо, где вас любят и ценят. Почувствуйте радость от гармонии между свободой и близостью. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите 2 свечи, белую – символ свободы, и розовую – символ любви. Произнесите: я нахожу баланс между свободой и близостью. Дайте свечам догореть, ощущая, как эти энергии объединяются. Причина 22. Говорят, что водолеи не умеют сопереживать. Логичность и рациональность водолеев иногда мешают им показать истинные эмоции. Люди могут считать их холодными, что отталкивает и вызывает недовольство. Кармический совет: закон зеркала гласит: покажите окружающим то, что хотите видеть в ответ. Сопереживание – это не слабость, а способ укрепить связи. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я открываю свое сердце для искреннего сопереживания и тепла.
Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы ручей, текущий в жаркий день. Люди, которые касаются вас, чувствуют прохладу и радость. Вы дарите себя миру, становясь его частью. Ритуал на избавление от источника этой причины. Наполните прозрачный сосуд водой и поставьте его на окно в лунную ночь. Произнесите: «Это вода, источник моей искренности и тепла». Умойтесь этой водой утром, открывая свое сердце для мира. Причина 23. Водолеям сложно строить отношения с авторитетами. Их дух противоречия делает общение с начальством или наставниками непростым. Это вызывает конфликты и недовольство. Кармический совет. Закон уважения учит, что принятие чужого опыта и мудрости обогащает вас. Смирение – это не слабость, а сила. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с уважением принимаю знания и опыт других». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте себя сидящим за большим столом, где мудрые учителя делятся своими знаниями. Почувствуйте, как их свет наполняет вас. Ритуал на избавление от источника этой причины. Зажгите фиолетовую свечу. Напишите на бумаге имена своих наставников, или просто скажите: «Мудрые учителя». Поблагодарите их за их вклад в вашу жизнь. Причина 24. Прогрессивность водолеев воспринимают как высокомерие. Революционные идеи водолеев могут казаться окружающим попыткой выделиться. Это создает впечатление, что они считают себя лучше других. Кармический совет. Закон равенства гласит: уважение к разным мнениям укрепляет доверие. Делитесь своими идеями с любовью, а не из желания доказать превосходство. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои идеи вдохновляют, а уважение укрепляет связи». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что ваша идея – это свеча, которая зажигает свечи в руках других людей, создавая цепочку сияния. Ритуал на избавление от источника этой причины. Напишите свою главную идею на листе бумаги. Скажите: «Я делюсь своими мыслями с любовью и уважением». Храните лист как символ открытого обмена. Причина 25. Считают, что водолеи нестабильны в дружбе. Желание свободы иногда мешает водолеям быть рядом, когда друзья нуждаются в них. Это вызывает чувство ненадежности. Кармический совет. Закон гармонии учит: быть рядом с близкими в сложные моменты укрепляет доверие и отношения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я дорожу дружбой и нахожу время для важных людей». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте круг друзей, где вы в центре, соединенные золотой нитью. Эта связь крепка и нерушима. Ритуал на избавление от источника этой причины. Зажгите 3 зеленые свечи. Напишите имена близких друзей на бумаге. Скажите: «Моя дружба крепка, я ценю каждого из вас». Храните этот лист как символ вашей преданности. Так как же водолеям устранить свои недостатки и причины ненависти к ним других людей? Сейчас вы узнаете пошаговые рекомендации, как улучшить свою жизнь и избавиться от этих недостатков. Итак, вот 18 практических шагов для устранения недостатков водолеев. Шаг 1. Принять свою уникальность и использовать ее на благо. Принятие своей уникальности – это первый и самый важный шаг на пути к внутренней гармонии. Водолеи часто сталкиваются с критикой за свою нестандартность, что может вызывать неуверенность. Но именно эта нестандартность является их главным достоинством. Не бойтесь выделяться, ведь ваша оригинальность – это сила, способная вдохновить других и открыть новые пути. Постарайтесь осознать, что ваше видение мира может быть источником перемен. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю свою уникальность и направляю ее на благо мира». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте себя звездой, ярко сияющей в ночном небе. Вы одна из многих звезд, каждая из которых уникальна, но вместе вы создаете созвездие. Почувствуйте, как ваш свет усиливается, когда вы принимаете свою уникальность. Специальный ритуал на усиление этого шага. Возьмите лист бумаги и ручку. Напишите на листе 10 качеств, которые делают вас уникальным. Это могут быть ваши таланты, черты характера или необычные интересы. Зажгите свечу голубого цвета, символ водолея, и вслух прочитайте свои качества, проговаривая: «Я признаю свои уникальные черты и принимаю их как дар».
После этого сожгите лист в огне свечи, представляя, как энергия ваших уникальных качеств наполняет вас светом и уверенностью. Шаг 2. Синхронизируйте свои действия с энергией планет. Водолеям покровительствует Уран, планета перемен и оригинальности, а также Сатурн, планета структуры и дисциплины. Используйте периоды, когда Уран находится в аспектах с другими планетами, для внедрения новых идей, а влияние Сатурна – для укрепления основ своей жизни. Планируйте важные действия на дни гармоничных аспектов этих планет, чтобы чувствовать поддержку космоса. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я действую в гармонии с космическими энергиями». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя дирижером большого космического оркестра. Каждая планета исполняет свою партию, создавая гармоничную симфонию. Почувствуйте, как ее ритмы направляют ваши действия. Специальный ритуал на усиление этого шага: определите фазу Луны и аспекты Урана и Сатурна на текущую неделю. Это можно сделать с помощью астрологического календаря. В день гармоничного аспекта зажгите свечу фиолетового цвета. Сядьте в тишине, сосредоточьтесь на своем дыхании. Представьте, как энергия Урана и Сатурна наполняют вас. Уран – это вспышка идей, а Сатурн – спокойный фундамент. Запишите на листе ваши цели и мысленно соедините их с энергией этих планет. Сверните лист и уберите его под аметист или сапфир, чтобы усилить намерение. Шаг 3. Работайте с цветами вашей энергии. Голубой и фиолетовый – основные цвета Водолея. Они усиливают его интуицию и связь с духовными энергиями. Голубой помогает оставаться в спокойствии и открывает пространство для новых идей, а фиолетовый укрепляет духовный рост. Носите одежду этих цветов или используйте их в интерьере. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: гармония космоса отражается в моей душе. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, как вас окутывает мягкий голубой свет. Постепенно он начинает переливаться фиолетовым, усиливая вашу интуицию и соединяя вас с высшими вибрациями. Специальный ритуал на усиление этого шага: возьмите голубую ткань, можно шелк или хлопок, и фиолетовую свечу. Найдите тихое место, где вас никто не потревожит. Зажгите свечу и накройте плечи голубой тканью, представляя, как ее энергия наполняет вас гармонией. Повторите аффирмации, сосредотачиваясь на свече. После ритуала уберите ткань в надежное место и используйте ее во время медитации или важных решений. Шаг 4. Используйте камни-талисманы для стабилизации эмоций. Амазонит помогает водолеям найти баланс между разумом и эмоциями, а аметист укрепляет связь с интуицией. Сапфир защищает от негативных энергий и помогает сохранять ясность ума. Эти камни не только усиливают природные способности водолея, но и стабилизируют его эмоциональное состояние. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: энергия Земли приносит мне гармонию и силу. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы держите в руках аметист, который излучает мягкий фиолетовый свет. Этот свет проникает в ваше тело, успокаивая разум и сердце. Специальный ритуал на усиление этого шага: выберите камень, который наиболее близок к вашей цели, например, аметист для интуиции. Очистите его, промыв под проточной водой и оставив на несколько часов под светом луны. Сядьте в тишине, держа камень в ладони, и представьте, как его энергия наполняет вас. Повторите аффирмации 3 раза, каждый раз визуализируя, как вы становитесь сильнее. Носите этот камень с собой или храните его на рабочем месте. Шаг 5. Изучите символику числа 11. Число 11 связано с духовным пробуждением и гармонией. Для водолея оно означает баланс между материальным и духовным. Используйте это число в повседневной жизни, медитируйте по 11 минут или пишите 11 целей на год. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я раскрываю духовный потенциал через гармонию числа 11. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте 2 световых столпа, соединенных аркой. Вы проходите под ней, ощущая гармонию и баланс. Специальный ритуал на усиление этого шага: нарисуйте на листе бумаги число 11. Сядьте в удобное место и поставьте перед собой зажженную свечу. Сконцентрируйтесь на числе, представляя, как его энергия наполняет вас. В течение 11 минут визуализируйте свои цели.
После ритуала сохраните лист с числом в надежном месте как талисман. Шаг 6. Практикуйте кармическое прощение. Прощение – это не только освобождение от обид, но и шаг к восстановлению энергии. Когда вы прощаете, вы разрываете кармические узлы, освобождая место для новых возможностей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я прощаю и отпускаю все, что сдерживает меня». Визуализация, которую надо применять для этого: вообразите себя на вершине горы. Вы держите в руках тяжелый камень, символизирующий обиды. Сильный ветер вырывает его из ваших рук, и он улетает вдаль. Вы ощущаете облегчение. Специальный ритуал на усиление этого шага: напишите на листе бумаги обиды, которые вы готовы отпустить. Зажгите свечу белого цвета, символ очищения, и прочитайте вслух свои обиды, добавляя: «Я отпускаю эту боль и выбираю свободу». Сожгите лист в огне свечи, представляя, как ваши обиды растворяются. После ритуала поблагодарите себя за готовность двигаться вперед. Шаг 7. Применяйте энергию стихии воздуха. Стихия воздуха – это основная стихия Водолея, которая символизирует свободу, мысль, движение и вдохновение. Работая с воздухом, водолеи могут обрести ясность ума и легкость в решении проблем. Это можно делать через медитации на свежем воздухе, наблюдение за ветром или дыхательные практики. Воздух также помогает отпустить негативные эмоции и наполниться новыми идеями. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: энергия воздуха наполняет меня свободой, вдохновением и силой. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте себя стоящим на вершине горы. Легкий ветерок обдувает ваше лицо, очищая вашу энергию. Каждый вдох наполняет вас свежестью и ясностью, а с каждым выдохом вы освобождаетесь от всего, что вас тяготит. Ветер уносит ваши сомнения, страхи и беспокойства, оставляя только ощущение легкости и свободы. Специальный ритуал на усиление этого шага: выберите время, когда ветер достаточно ощутим, но не сильный, утро или вечер. Найдите место на природе, это может быть парк, поле или берег реки. Встаньте, разведите руки в стороны и сделайте глубокий вдох. Произнесите: «О стихии воздуха, очисти мой разум, наполни меня вдохновением и направь меня к гармонии». Закройте глаза и представляйте, как поток ветра очищает ваше энергетическое поле, словно стирает ненужное и наполняет вас легкостью. Поблагодарите ветер и закончите ритуал, сделав 3 глубоких вдоха и выдоха. Шаг 8. Создайте дневник достижений. Дневник достижений помогает водолеям структурировать свои победы, мелкие и большие. Зачастую водолеи склонны недооценивать свои успехи, поэтому ведение такого дневника поможет повысить самооценку и укрепить веру в себя. Записывая каждое достижение, вы фокусируетесь на позитиве, а это притягивает еще больше успехов. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: каждое мое достижение укрепляет мою уверенность в себе. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы листаете красивую книгу, страницы которой наполнены вашими успехами. На каждой странице вы видите золотые буквы, которые светятся теплом и гордостью. Почувствуйте, как эта книга становится все толще, а вы все увереннее в своих силах. Специальный ритуал на усиление этого шага: возьмите красивый блокнот или журнал, который вам приятно держать в руках. Каждый вечер выделяйте 5-10 минут, чтобы записать 3 вещи, которые вы сделали хорошо за день. Это может быть все, от продуктивной встречи до того, что вы вовремя отдыхали. Перед записью зажгите свечу, желательно синего или золотого цвета, и произнесите: «Этот огонь освещает мой путь и мои достижения». Записав успехи, закройте глаза и поблагодарите Вселенную за этот день. Задувая свечу, скажите: «Каждое мое достижение – это шаг к моему совершенству». Шаг 9. Используйте ритуалы Луны. Луна – мощный энергетический источник, который влияет на все знаки зодиака. Для водолеев особенно важны ритуалы новолуния и полнолуния. В новолуние следует формулировать намерения, связанные с новыми начинаниями, а в полнолуние – отпускать то, что больше не служит вам. Лунные циклы помогут вам гармонизировать внутренние и внешние процессы. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я синхронизируюсь с энергией Луны и создаю гармонию в своей жизни».
Визуализация, которую надо применять для этого: представьте ночное небо, освещенное яркой полной луной. Ее свет мягко окутывает вас, наполняя энергией. Почувствуйте, как свет луны вымывает из вас негатив, а затем вдохните новую энергию, которая сияет как звезды на небесах. Специальный ритуал на усиление этого шага: в день новолуния напишите на листе бумаги свои намерения или цели. В день полнолуния напишите, что вы хотите отпустить из своей жизни. Найдите уединенное место, поставьте белую свечу и зажгите ее. Прочитайте вслух свои записи, почувствовав, как вы заявляете свои цели и отпускаете прошлое. Сожгите бумагу, отпуская ее энергию во Вселенную, и произнесите: «Свет Луны ведет меня к гармонии и исполнению моих желаний». Шаг 10. Практикуйте медитацию на дружбу. Дружба – одна из важнейших ценностей для водолеев, но порой их независимость и отсутствие гибкости мешают сохранять теплые связи. Медитация на дружбу укрепляет сердечные связи и помогает выражать признательность близким. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я наполняю мои дружеские связи любовью, уважением и взаимопониманием». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в центре светящегося круга, а вокруг вас находятся ваши друзья. Между вами проходит мягкий золотистый свет, который укрепляет вашу связь, наполняя каждого любовью и благодарностью. Специальный ритуал на усиление этого шага: выберите вечер, когда Луна находится в фазе роста. Сядьте в уединенном месте, зажгите розовую свечу. Вспомните своих друзей, подумайте о хорошем, что они внесли в вашу жизнь. Прочитайте вслух: «Я благодарю своих друзей за тепло, любовь и радость, которые они приносят в мою жизнь». Напишите короткие сообщения благодарности своим друзьям и отправьте их сразу после ритуала. Шаг 11. Найдите время для тишины. Современный мир полон шума и отвлечений, которые особенно раздражают тонко чувствующего водолея. Тишина – это инструмент для перезагрузки и обретения внутреннего покоя. Найдите время, чтобы побыть наедине с собой, полностью отключив все раздражители. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: в тишине я нахожу свое спокойствие и мудрость. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя сидящим на поляне в лесу. Вокруг вас только звуки природы, и каждая клеточка вашего тела наполняется покоем. Ваш ум освобождается от суеты, а сердце наполняется чистотой. Специальный ритуал на усиление этого шага: выберите раннее утро или поздний вечер, когда вокруг минимально шумно. Убедитесь, что вас никто не потревожит. Выключите телефон и другие устройства. Зажгите белую свечу, сосредоточьтесь на ее пламени. Проведите 11 минут в молчании, позволяя мыслям просто проплывать мимо. После завершения ритуала поблагодарите себя за этот момент покоя. Шаг 12. Практикуйте мантры. Мантры – это мощный инструмент для очищения разума, усиления концентрации и соединения с духовным началом. Повторяя мантры, вы настраиваетесь на позитивные вибрации Вселенной, открываете свою энергию и усиливаете связь с Высшим. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мантры пробуждают во мне внутреннюю силу и гармонию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как звук мантры Ом создает вибрацию, которая проходит через все ваше тело, очищая и наполняя светом каждую клетку. Звук разливается волнами, заполняя все пространство вокруг вас чистой энергией. Специальный ритуал на усиление этого шага: найдите уединенное место, где вас никто не потревожит. Сядьте удобно, закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Начните повторять мантру Ом вслух или про себя. Почувствуйте вибрацию звука внутри вас. Повторяйте мантру 108 раз. После завершения ритуала откройте глаза, сделайте глубокий вдох и произнесите: «Мантра приносит мне ясность, силу и покой». Шаг 13. Используйте эфирные масла для гармонизации энергии. Эфирные масла помогают водолеям восстановить эмоциональный баланс и активировать внутренние ресурсы. Лаванда успокаивает нервы и приносит ясность. Розмарин стимулирует умственную активность, а лимон улучшает настроение и очищает энергетику. Регулярное использование масел создает атмосферу внутреннего покоя и вдохновения.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: ароматы природы наполняют мою душу светом и спокойствием. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в цветущем лавандовом поле. Нежный ветерок переносит аромат цветов, обволакивая вас легкостью и умиротворением. Вдохните этот аромат, ощущая, как он наполняет ваше тело светом, очищая каждую клетку. Специальный ритуал на усиление этого шага: зажгите аромалампу или свечу. Добавьте в лампу 3 капли эфирного масла лаванда, 2 капли розмарина и 1 каплю лимона. Закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха, чувствуя, как аромат масел проникает в вашу энергетику. Скажите: «Я позволяю энергии эфирных масел очищать и наполнять меня силой природы». Повторяйте ритуал ежедневно вечером в течение недели, чтобы закрепить эффект. Шаг 14. Укрепляйте связь с природой. Природа – это источник энергии для водолеев. Общение с деревьями, прогулки по парку или время, проведенное у воды, восстанавливает энергетический баланс. Природа помогает осознать свою связь с миром и обрести внутреннюю гармонию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: природа питает мою душу и тело, даря мне силу и вдохновение. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя у большого дерева. Почувствуйте, как ваши ноги превращаются в корни, уходящие глубоко в землю. Энергия земли начинает подниматься через корни, наполняя вас силой и спокойствием. Специальный ритуал на усиление этого шага: найдите тихое место на природе, где вам комфортно. Станьте босиком на земле, почувствуйте ее прохладу. Закройте глаза, сосредоточьтесь на ощущении земли под ногами. Скажите: «Я соединяюсь с энергией земли, она питает меня своей силой». После ритуала возьмите небольшой камень или листок как талисман, чтобы он напоминал о вашей связи с природой. Шаг 15. Учитесь через опыт. Опыт – лучший учитель. Водолеям важно принимать вызовы, даже если они пугают. Каждый новый шаг, каждая ошибка дают возможность стать сильнее. Важно видеть в сложностях не преграды, а уроки, которые укрепляют дух и расширяют горизонты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю каждое испытание как возможность роста и преображения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя на длинной лестнице, ведущей вверх. Каждая ступень символизирует новый жизненный урок. С каждым шагом вверх вы становитесь увереннее, а за спиной расправляются крылья. Специальный ритуал на усиление этого шага: напишите на листе бумаги то, что вас пугает или вызывает сомнения. Зажгите свечу, символизирующую свет знаний и преодоления. Прочитайте написанное вслух и скажите: «Этот опыт – мой путь к силе и мудрости». Сожгите бумагу над пламенем свечи, представляя, как страхи превращаются в уверенность. Завершите ритуал благодарностью: «Спасибо за урок, я готов идти вперед». Шаг 16. Практикуйте благодарность. Благодарность усиливает положительные вибрации. Она помогает водолеям сосредоточиться на изобилии и радости. Ежедневная практика благодарности открывает сердце для новых возможностей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я благодарен за каждый момент, каждую возможность и каждый урок. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте золотую чашу, в которую вы кладете символы всего, за что вы благодарны: улыбки близких, солнечный свет, достижения. Чаша переливается светом и излучает тепло, которое наполняет вас радостью. Специальный ритуал на усиление этого шага: возьмите 3 маленьких предмета – камни, монетки или листья. На закате, когда солнце начинает опускаться, сосредоточьтесь на каждом предмете и скажите, за что вы благодарны. Положите предметы в особое место, которое станет вашим уголком благодарности. Повторяйте ритуал ежедневно, добавляя новые предметы и чувство благодарности. Шаг 17. Развивайте терпимость. Терпимость помогает водолеям наладить гармоничные отношения. Учитесь видеть в различиях красоту, уважайте чужие взгляды, сохраняя свои. Это укрепляет связь с окружающими и уменьшает внутреннее напряжение. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я уважаю каждую душу, видя в ней уникальность и красоту. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте радугу, каждый цвет которой символизирует разные черты людей. Вы – лучик света, который дополняет эту радугу, делая ее совершенной.
Специальный ритуал на усиление этого шага: возьмите белый лист бумаги и цветные карандаши. Нарисуйте круг, разделите его на секции, как радугу, и в каждой секции напишите качества, которые вас раздражают в других. Раскрасьте каждую секцию, визуализируя, как вы принимаете эти черты. Повесьте этот рисунок на видное место, напоминая себе о красоте многообразия. Шаг 18. Слушайте свое сердце. Слушание внутреннего голоса помогает водолеям принимать верные решения. Важно уметь отключиться от внешнего шума, чтобы услышать свою интуицию. Сердце всегда знает, где истина. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я слушаю свое сердце, и оно ведет меня к счастью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте яркий свет внутри груди, который мягко пульсирует, излучая тепло. Этот свет становится компасом, который указывает путь к вашей истине. Специальный ритуал на усиление этого шага: в тишине уединитесь и положите руку на сердце. Сделайте 3 глубоких вдоха, чувствуя его биение. Скажите: мое сердце знает путь, и я доверяю его мудрости. Представьте, как из сердца выходит свет, освещая все вокруг. Проводите этот ритуал каждое утро, чтобы настраиваться на свой внутренний голос. Поздравляю тебя с тем, что ты дошел до конца этого ролика. Это значит, что ты готов принять мощные знания и начать преобразование своей жизни. Мы тщательно разобрали 25 причин, почему водолеев могут не понимать или даже не любить, и что самое важное, ты теперь знаешь, как превратить эти слабости в свои сильные стороны. Благодаря этому видео ты получил не только глубокое понимание поведения водолеев, но и конкретные инструменты для работы с собой. Мы изучили 18 практических шагов, которые помогут тебе избавляться от негативных черт и использовать их в свою пользу. Эти шаги не просто теоретические, они основаны на мощных кармических законах, движении планет, астрологических практиках и древних ритуалах. Каждый из этих шагов поможет тебе стать более гармоничным человеком, раскрыть свои истинные силы и привлекать положительные изменения в свою жизнь. Теперь, когда ты знаешь, как работать с каждым аспектом своего характера, важно, чтобы ты использовал эти знания на практике. Применяя аффирмации, визуализации и ритуалы, ты будешь шаг за шагом очищать свою энергетику, обретать уверенность и гармонию. Эти шаги создадут вокруг тебя атмосферу успеха и внутреннего спокойствия. Если ты почувствовал, что этот ролик был полезным, вдохновляющим и дающим новые силы, не забудь поставить лайк. Поделись своим мнением в комментариях. Расскажи, какие практики тебе показались наиболее полезными, и как ты собираешься применить их в своей жизни. А если мы наберем 6000 лайков, я обязательно выложу новый ролик о том, как стать успешным водолеем, раскрывая все его могущество и мудрость бытия. Подписывайся на наш канал «Астрология мудрости», чтобы не пропустить новые видео, наполненные знаниями, которые помогут тебе раскрыть свой потенциал. Помни, что в твоих руках огромная сила, а с правильными инструментами ты сможешь справиться с любыми трудностями и стать версией себя, о которой всегда мечтал. Не останавливайся на достигнутом. Ты на правильном пути. С силами астрологии, кармы и космических законов ты можешь достичь всего, чего хочешь. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, мудростью и счастьем. Продолжение следует.